Наверное, 5 ночей с Кенди является удавшейся фан-игрой, хотя по нынешним меркам игра однотипная. Она смешивает в себе механики из оригинального FNAF, но в 2015 году она навела фурор. В те года это было что-то новым и необычным. Но со временем начали появляться конкуренты, но Кенди это не мешало оставаться на плаву. Хоть и вторая часть оказалась довольно скучной в плане геймплея, но мини-игры немного разбавляли игру, делая ее интересной. Ведь во второй части завезли сюжет, о котором мы поговорим чуть позже. Разработчика данного творения зовут Эмиль Мака, он родился 5 ноября в 1996 году. Эмиль начал делать игры в 2014 году, в своем первом видео он показал аниматроника Кенди. Но многие фанаты FNAF подумали, что это слив третьей части FNAF, что немного огорчило Эмиля. Но в 2015 году он выпускает первую часть 5 ночей с Кенди. В 2016 он выпускает вторую часть, а затем третью, которые тоже набрали нехилую популярность. На данный момент он находится в Fazbear Fanverse, разрабатывая четвертую часть Кенди, о которой мало что известно. Сегодня мы вспомним первую, вторую и третью часть Кенди, из чего все начиналось. Готовьтесь, ведь в ролике будет очень много дат. Погнали! Об игре становится известно 21 ноября 2014 года. Эмиль Мака опубликовывает на сайте Imgur первое фото аниматроника Кенди. Персонаж был вдохновлен то аниматрониками. Со временем обновляла страница и моделька Кенди. 25 декабря выходит игра 5 ночей с Фредди 3. Выпущена она была на Game Jolt. Разработчика данного творения звали Paniator Films. Он украл модельку Кенди, переименовал в Сахарка и вставил в игру. Эмилю это не понравилось, и он связывается с разработчиком и просит того, чтобы тот удалил из игры его модель. Вскоре игру удаляют, и спустя время ее восстанавливают под другим названием The Return to Two Freddy's. 6 января 2015 года Эмиль загружает на YouTube видео, где он демонстрирует нам Кенди, Синди и Пингвина. 19 мая он создает свой тамблер, где выкладывает пост, что он не умер и работает над чем-то большим, связанным с FNAF. Позже, 30 мая, он делится тизером, на котором Кенди и надпись «Скоро». Если осветлить данный тизер, можно увидеть двоичный код, который переводится на FNAF. Позже он выкладывает еще тизер, но уже с Синди, и рядом текст «Мы играем в темноте». 31 мая он демонстрирует бета-версию игры. 11 июня появляется тизер с Old Candy надписью «Я вижу тебя». 17 июня публикуют еще тизер, где был показан пингвин, и текст выключено. 23 июня, господи, сколько дат, а ведь впереди их будет еще больше. Эмиль делится очередным тизером, куда ж без них. На этот раз на нем blank и текст The Broken. Но если осветлить, то можно увидеть цифру 2. Спустя время 3 июля выходит трейлер игры, и уже 18 июля выходит сама игра и последний тизер с Вилли. И если мы снова осветим, то увидим Рета. Итак, господа и дамы, давайте поговорим о геймплее. Здесь он очень схож с FNAF 1. Мы также имеем две двери по бокам и камеры. Но здесь разработчик решил немножечко покреативить и добавил собственные механики. Например, ночное видение. Оно нам позволяет видеть на камерах, потому что не у всех аниматроников в игре светятся глаза. И когда они возле двери, тоже светятся глаза, кроме Old Candy и Рета. У этих двоих нету глаз. Видимо, где-то там далеко на зоне они выбрали вилку в глаз, а не... Это уже лишнее. Так, о чем это мы? Ах, да, геймплей. Также в офисе у нас есть окно, которое может вынести бланк. Вы спросите, зачем? Да я, в принципе, сам без понятия. Видимо, он не ищет легких путей, поэтому решает добраться до нас через, собственно, окно. А, кстати, Nocom забыл сказать, что 18 июля 2019 года была опубликована страница ремастеред первой части игры, которая должна была выйти 21 июля. Однако дата несколько раз переносилась, и 25 июля после многих задержек разработчик говорит, что больше не будет устанавливать дату выхода и выпустит игру тогда, когда она будет полностью завершена. По итогу она вышла 13 августа.
24 сентября 2015 года Эмиль выкладывает на Reddit пост о будущем FNAF. Прежде всего, мне нужно объяснить, почему я решил не делать продолжение Five Nights at Candy's. Я сделал игру примерно за 3 месяца, и за эти 3 месяца у меня было также много экзаменационных материалов, над которыми мне нужно было поработать. А во время летних каникул мне пришлось отправиться в недельный отпуск с семьей, поэтому мне очень хотелось как можно больше поработать над FNAF, чтобы мне не пришлось откладывать релиз на неделю. Не хотелось всю неделю отпуска брать с собой ноутбук и работать, но я закончил игру, и пока она выходила пару дней, мне удалось исправить несколько ошибок здесь и там. На самом деле у меня были проблемы с разработкой игры, так как я хотел сделать ее как можно более оригинальной. Я придумал систему ночного видения, создание которого с 12 камерами было дорогостоящим, поскольку оно почти вдвое увеличило количество изображений, необходимых для игры. Именно поэтому мне пришлось сжимать их настолько сильно, что я мог удалять цвета и такое, поэтому изображения с камер могут выглядеть намного качественнее и 8-битными. Я не знал, станет ли FNAF 4 концом FNAF, и я не хотел выпускать новое продолжение моей игры. Если FNAF вымирает, даже если это произойдет через несколько месяцев, это причина номер 1, почему я не хотел сделать продолжение FNAF. Вторая причина заключалась в том, что я немного поздно вышел на рынок фан-игр, а поскольку фан-игр уже было так много, я почувствовал, что ведро механик FNAF почти опустело. Третья причина заключалась в том, что я чувствовал, что у меня нет времени. После экзамена и летних каникул мне пришлось пойти и найти работу, которая на самом деле была не работой, а ближе к оплачиваемой стажировке, где я мог бы заниматься программированием, а также продолжать самообразование на предмет. Это были 3 причины, которые заставили меня отказаться от поражения FNAF. Но 20 октября он публикует первый тизер FNAF 2, где показано туловище Кенди. 21 октября он публикует в своем блоге, кто помогает ему с разработкой. Никто. Я работаю над этим сам, как и всегда. Кто-то обратился ко мне по поводу пользователя по имени BoomPowBoy247, который очевидно что-то говорил на DeviantArt, что он работает со мной и знает кое-что об игре, например, нового аниматроника Паука и нового аниматроника Jacksepticeye, оба что являются ложью. Как бы информация о FNAF 2 не сливалась с людьми, она является ложной. Я никому никакой информации не раздаю, никогда не давал и никогда не буду. Все новое об игре в первую очередь будет публиковаться в этом блоге. Я также размещаю свои тизеры и информацию в своем твиттере, на Reddit, а если это трейлер, то он будет на моем YouTube канале. Ничего не будет об утечках, это будет либо в виде тизеров, трейлеров, либо просто фактов, как и есть. 20 декабря и 15 января публикуются тизеры с Бланком и Пингвином, а чуть позже с поломанным Честером. 4 февраля публикуется трейлер FNAF 2, и позже на Reddit говорится дата выхода игры, 28 февраля. И она выходит, но потом ее удаляют из-за множества ошибок, но позже возвращают. Пять ночей с Candy 2 получила довольно неплохие отзывы с похвалами за сюжет, а также улучшенную визуализацию и анимацию по сравнению с предшественником. Несмотря на это, некоторые считали, что она уступает первой игре. С точки зрения игрового процесса и механики, геймплей похож на Five Nights at Freddy's 3, где вы должны использовать звук, чтобы приманивать аниматроников или не дать им попасть в вентиляционные отверстия. Вместо того, чтобы находиться в офисе, вы попадаете на фабрику Robotics Corp в центральном зале. Кроме того, на камерах добавлены иконки телефона, которые позволяют привлечь аниматроников, если держать их включенными долгое время. То они могут выйти из строя и придется ждать, пока они снова не заработают. Вы можете использовать вспышку, которая позволит вам увидеть длинный коридор. И еще дополнение к истории. В августе 2020 года было объявлено об инициативе Fazbear Funverse. Эмиль Мака опубликовал объявление об этом и подтвердил, что обновит все игры FNAF, включая Five Nights at Candy's 2, будут улучшены до версии 2.0, будут исправлены ошибки, изменены несколько визуальных эффектов и улучшен игровой процесс. Видео по FNAF 3 выйдет отдельно, там разберем историю создания, саму игру и сюжет всей франшизы. Ну а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, поддержите канал своей подпиской, всем удачи и до скорого, пока. Бланком и Пингвином, а чуть позже с поломанным Честером. 4. Оба что являются ложью. Как бы информация о FNAF 2 не сливалась с людьми.